Всем привет! Сегодня посмотрим обзор очень интересной новинки фирмы ICM. Американский легкий штурмовик OV-10A Bronco в 48 масштабе. Стоимость набора 2600 рублей. В коробке пластиковые детали, инструкция для сборки, и 2 листа декалей. Длина собранной модели составляет 264 мм, размах крыла 254 мм, а количество деталей в наборе 242 штуки. Данный самолет получил известность во время Вьетнамской войны, где он принимал непосредственное участие. Первый полет совершил в 1965 году, а снят с эксплуатации только аж в 2016 году. Отличная долгая карьера. Модификаций OV-10 множество. В данном наборе представлена модификация A. Это первая и основная серийная модификация самолета. Первый литник с фюзеляжем. Что мне сразу порадовало, так это прекрасная клепка. Причем как внутренняя, так и внешняя. Присутствуют обе. Прям высший пилотаж. Штурмовик имеет два турбовинтовых двигателя. Соответственно, в наборе два винта от них. Приборная панель. Циферблаты приборов даны в декалях. И уже вышло цветное фототравление у фирмы Eduard на эту модель. Жить стало проще сразу. О нем поговорю чуть позже. Приборная панель у второго члена экипажа дана в двух вариантах на выбор. Литник с частями крыла. Все та же превосходная расшивка и клепка, душа не нарадуется. Продавайте скрайберы, здесь они вам не нужны. Конструкция у Бронко оригинальная. Самолет имеет две хвостовые балки, соединенные между собой стабилизатором. Модель будет выделяться на полке однозначно. Два литника с правой и левой хвостовой балкой. Руль направления отлит отдельной деталью от киля. Нижняя часть хвостовой балки. Литник с подвесным топливным баком с деталями интерьера, который в модели достаточно богат. Стойки шасси при возможности желательно доработать. И здесь также фототравление Eduard в помощь. Кресло летчика и наблюдателя украсит привязные ремни и снова Eduard. В конце ролика посмотрим фотографии наборов. Два одинаковых литника.
Абсолютно лысые покрышки колес. Нет протектора, нет надписи на бортах. Отлиты двумя половинами. Диск дан отдельно. Я бы подождал, может кто отдельно и выпустит. Два литника с подвесным вооружением. Штурмовик вооружен 4 пулеметами калибра 7,62 мм. Может нести неуправляемые авиационные ракеты, бомбы, кассетные бомбы, напалмовые баки, подвесной пушечный контейнер, подвесные пулеметные контейнера и даже управляемые ракеты. Литник с прозрачными деталями. Фонарь имеет несложную конструкцию, переплетов мало. Поэтому можно обойтись и без окрасочных масок. Но лучше с ними, конечно. Да, и в конструкции есть шаблоны масок для фонаря. Стекло чистое, прозрачное и тонкое. Очень богатая декаль, состоящая из 2 листов. 5 вариантов окраски предлагает ICM, и этого вполне достаточно. Есть и опознавательные знаки, и техническая информация, и декали на приборные панели, и даже декали на подвесное вооружение. Инструкция, просто классная. Цветная, бумага приятная. Например, для меня это немаловажно. Описание прототипа на 2 языках, включая русский. Краски, которые нужно использовать при окраске модели, представлены для фирм ICM, Tamiya и Revol. Содержимое набора. И очень подробные шаги сборки. Страница «Какое подвесное вооружение» вешается на какие точки самолета. Великолепно. Как я уже и говорил, шаблон для нарезки масок для фонаря. И цветная схема окраски самолета. Первый вариант 1971 год. Вариант номер 2. 69 год. Третий вариант 72. Четвертый 69 и пятый 70 год. Набор красок, выпущенный фирмой ICM, специально под эту модель. Включает 6 флаконов, стоимость 636 рублей. В комплекте сатиновый лак, и 5 красок. Набор красочных масок фирмы SX Art. Стоимость 350 рублей. В набор входит 2 листа. Первый на фонарь штурмовика.
И второй большой лист маски для опознавательных знаков. Краска всегда лучше, чем декали, хотя и времени занимает больше. С этими масками время больше не займет. И уже появился набор цветного фототравления фирмы Eduard, который в скором времени появится у нас в магазине. Привязные ремни, уже крашеные. Стоимость 692 рубля. Набор фототравления на интерьер кабины экипажа. Стоимость 1168 рублей. И еще один набор. Здесь также предыдущая плата с интерьером и добавлена плата на экстерьер. Цена его 1689 рублей. На эти наборы уже сейчас можно сделать предзаказ, нажав на кнопку «Уведомить». Как товары появятся на нашем складе, то вам придет письмо на почту, где будет написано, что товар на складе, можно делать заказ. Вы тогда будете одними из первых, кто получит их. В итоге, набор мне очень понравился и очень порадовал. Я его отложил уже на полку, и он ждет своей очереди на постройку. Как вам? А на этом все. Попрощаюсь ненадолго. В следующем ролике будет сборка УАЗа в 35-м от звезды. Модель готова, собрана. Осталось сделать монтаж и запускаю. Приобрести набор и дополнения вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.